Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в соответствии с планом нашей с вами работы проводим традиционный брифинг по итогам деятельности Министерства обороны Российской Федерации в текущем 2018 году. Слово предоставляется начальнику Генерального штаба, первому заместителю министра обороны, герою Российской Федерации, генералу армии Герасимову Валерию Васильевичу. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Хочу остановить свое выступление на основных итогах деятельности Министерства обороны в текущем году. Современная международная обстановка характеризуется дальнейшим наращиванием конфликтного потенциала в отношениях между основными центрами сил. Расширяются масштабы международного терроризма и радикального экстремизма, распространяются кризисные явления в мировой экономике, обостряется борьба за энергетические, водные, продовольственные и другие ресурсы. Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих международную обстановку, является деятельность Соединенных Штатов Америки, направленная на удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы. Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают комплексные согласованные меры по сдерживанию России, ну и не только России, и других государств, и дискредитации их роли в международных делах. В ответ на якобы возрастающую угрозу со стороны России наращивается военное присутствие НАТО у наших границ. В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных воинских перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества. В этих условиях нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства, и при этом мы не увеличиваем численность вооруженных сил и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений. Финансирование наших вооруженных сил в последние годы остается на уровне около 50 миллиардов долларов и имеет тенденцию к снижению. Для сравнения, военный бюджет Соединенных Штатов больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более 716 миллиардов долларов. Это превышает военные расходы всех остальных стран мира. В то же время реальную угрозу для мирового сообщества представляет деятельность международных экстремистских и террористических организаций, в первую очередь на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Центральной Азии. Основной фронт борьбы с ними проходит сегодня в Сирии, где правительственными войсками при поддержке российских воздушно-космических сил разгромлена крупнейшая на Ближнем Востоке группировка ИГИЛ. В 2015 году, к началу операции наших воздушно-космических сил, под контролем правительственных войск оставалось около 10% территории Сирии. И при поддержке ВКС России была освобождена большая часть территории страны, возвращены под контроль сирийского правительства ключевые населенные пункты, такие как Пальмира, Алеппо, Кирбат, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль и другие. В декабре прошлого года активная фаза операции по ликвидации бандформирований на территории Сирии была завершена, и сегодня боевики ИГИЛ находятся только восточнее Ефрата на территории подконтрольной США. Остатки вооруженных формирований радикальных группировок во главе с Джабhat ан-Нусра сконцентрированы внутри зоны деэскалации Идлиб и в подконтрольном коалиции во главе с США районе Эт-Танф. В течение этого года сирийскими правительственными войсками, получившими значительный боевой опыт под руководством наших военных советников, успешно проведены операции по взятию под контроль зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южной зоны. Определяющую роль при этом сыграл Российский центр по примирению враждующих сторон. В ходе этих операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек, а непримиримым боевикам был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джарабус. При этом жертв среди мирных жителей и членов отрядов умеренной оппозиции не допущено. И, кроме того, боевиками было добровольно сдано 650 единиц вооружения и военной техники, а более 40 тысяч бойцов вооруженных отрядов умеренной оппозиции
присоединились к правительственным войскам. На завершающем этапе освобождения от террористов пригородов Дамаска мы столкнулись с нарастающим сопротивлением проведению гуманитарной операции со стороны некоторых стран Запада. 7 апреля псевдогуманитарная организация «Белые каски» реализовала постановочный сюжет о якобы применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума, что спровоцировало нанесение США и их союзниками ракетного удара по Сирии. Всего было применено 105 крылатых ракет различного базирования. Сирийские силы противовоздушной обороны этот ракетный удар успешно отразили. В августе текущего года, после полного восстановления контроля над сирийской, иорданской и южной частью сирийско-иракской границы, возобновлена деятельность миротворческих сил на голландских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1974 года номер 350. В интересах обеспечения безопасности деятельности данной миссии российские военнослужащие ведут мониторинг обстановки на 6 наблюдательных постах, расположенных вдоль так называемой линии Браво. В рамках поиска путей урегулирования ситуации в Сирии в сентябре этого года достигнуты договоренности между Россией и Турцией по стабилизации обстановки в этом районе и созданию вдоль линии соприкосновения правительственных войск и оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Подписан соответствующий меморандум, в котором предусматривается силами турецкой стороны вывод из этой демилитаризованной зоны тяжелого вооружения и всех радикальных группировок. Конечно, не все мероприятия удается выполнить в обозначенные сроки, но главное, что есть результат этой работы, и после образования демилитаризованной зоны количество нарушений режима прекращения боевых действий со стороны вооруженной оппозиции значительно сократилось. Это в очередной раз подтверждает эффективность функционирования астанинского формата, деятельность которого направлена на мирное урегулирование сирийского кризиса. И в рамках именно этого формата 24 ноября реализован пилотный проект по обмену задержанными заложниками между правительством Сирии и оппозицией. На общем фоне стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике остается ряд нерешенных вопросов и, в первую очередь, связанных с нелегитимным нахождением на территории Сирии американских военных баз. Возьмем, к примеру, Эд-Танф. Соединенными Штатами вокруг этого населенного пункта организована так называемая 55-километровая зона безопасности, под прикрытием которой продолжает свою террористическую деятельность незаконное вооруженное формирование, периодически осуществляя вылазки против правительственных войск. В этом же районе находится крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором в тяжелейших условиях проживает более 50 тысяч беженцев. Эксперты Организации Объединенных Наций, посетившие лагерь с гуманитарным конвоем 3 ноября этого года, в своем отчете отмечают, что наряду с отсутствием безопасности, нехваткой продовольствия и воды, беженцы вынуждены обходиться без электричества и медицинского обеспечения. В лагере широко распространены воровство, насилие над женщинами и детьми, рабство и торговля людьми. И все это происходит при попустительстве и молчаливом согласии американских военнослужащих, расположенных в военной базе в 10 километрах от этого лагеря. Сами американцы оправдывают целесообразность своего военного присутствия в Эд-Танфе необходимостью противодействия Ирану, который якобы использует сирийско-иракский участок границы для перемещения в Сирию вооружения и военной техники. Обостряется обстановка на восточном берегу реки Ефрат, где Соединенные Штаты, опираясь на сирийских курдов, пытаются создать независимое от центральной власти квазигосударственное образование. Ими уже формируется правительство так называемой Демократической Федерации Северной Сирии, и американцы, подкрепляя сепаратистские настроения курдов поставками вооружения и военной техники, допускают притеснение ими арабских племен. США постоянно говорят о какой-то борьбе с ИГИЛ на востоке Сирии, но мы наблюдаем обратное. Спящие террористические ячейки в этом районе перешли к активным действиям. В результате ИГИЛ на востоке страны начал расширять зону своего влияния. На западной части территории Сирии, западнее реки Ефрат, тоже оставались после масштабных боевых действий группы
разрозненные группы боевиков и были так называемые спящие ячейки ИГИЛ, но сирийские правительственные войска и специальные службы их ликвидировали, и ситуация там взята под полный контроль правительства. На востоке страны такие меры не принимаются. Наоборот, мы видим, как возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция и подконтрольные им отряды сирийских демократических сил уже в течение 6 месяцев не могут завершить разгром формирования ИГИЛ в районе населенного пункта Хаджин. При этом речь идет о районе размером 2,5 на 3 километра и протяженностью где-то порядка 20-25 километров. И по опыту ведения боевых действий правительственными войсками Сирии задача такого плана может быть выполнена в течение 1-2 недель. Кроме того, российскими средствами разведки регулярно фиксируются колонны автомобильной техники с нефтеналивными цистернами, которые из восточных районов Сирии, подконтрольных коалиции, следуют на территорию Турции и Ирака. При этом средства от продажи нефтепродуктов идут в том числе и на финансирование террористов ИГИЛ в Заифрате. Критическая обстановка сохраняется и в Раке. Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции во главе с США этот город фактически стер с лица земли. And the critical situation is still in the city of Raqqa. 1 year has already passed when, after the result of coalition attacks with the United States in the head, the city was almost wiped off from the face of the earth. До сих пор в городе не проведено разминирование, и от взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители. Восстановление жилья и объектов инфраструктуры не проводится. В городе нет электричества, не работает водопровод, магазины и больницы. Такие безответственные действия Соединенных Штатов показывают полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах. Совсем иная ситуация складывается на территориях, находящихся под контролем законного сирийского правительства. Благодаря помощи российских военных на территорию Сирийской Арабской Республики возвращается мирная жизнь, восстанавливаются жилые микрорайоны, открываются школы и больницы, ремонтируются дороги, системы энерго- и водоснабжения, начали выпускать продукцию промышленные предприятия. Конечно же, еще остается много проблем, и это прежде всего касается восстановления экономики и разрушенной инфраструктуры. Россия всегда выступала за объединение усилий всего мирового сообщества в восстановлении Сирии. Должен сказать, что многие откликнулись и вместе с нами оказывают помощь сирийскому народу. Отдельная тема, непрерывно связанная с восстановлением страны, это возвращение миллионов беженцев и вынужденных переселенцев. Сирийское правительство активно содействует этому процессу. Россия оказывает необходимую поддержку. Созданы межведомственные координационные штабы по возвращению беженцев. На территории Сирии сформирован Центр приема, распределения и размещения беженцев. И с 18 июля, после начала работы этого центра, только из Ливана и Иордании вернулось более 55 тысяч человек. Сегодня созданы условия для начала полноценного политического процесса. Мы поддерживаем идею о необходимости активизации процесса формирования Сирийского конституционного комитета. Его работа станет ключевым этапом в реформировании политической системы Сирии, но главное – искусственно не форсировать его создание. Необходимо отметить, что созданный в начале 2017 года Россией, Турцией и Ираном Астанинский переговорный формат позволил в конечном итоге собрать за одним столом все вовлеченные стороны и принять по итогам Конгресса Сирийского национального диалога в Сочи решения, которые дали мощный импульс давно забуксовавшему в Женеве политическому процессу. Все наши усилия в конечном счете направлены на выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254 в интересах возвращения мирной жизни на сирийскую землю. Наряду с оказанием помощи Сирийской Арабской Республике вооруженные силы Российской Федерации в этом году решали плановые задачи по повышению своего боевого потенциала. При этом основные усилия сосредоточивались на поддержании высокого уровня боевой готовности стратегических ядерных и неядерных сил, наращивание эшелонированной системы воздушно-космической обороны, а также на совершенствование подготовки войск и системы управления. В условиях наращивания Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны
Повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил. Продолжено их перевооружение на современные ракетные комплексы «Ярс», оснащенные высокоэффективными средствами преодоления противоракетной обороны. Для замены самого мощного из находящихся на вооружении стратегических ядерных сил ракетного комплекса «Воевода» создается комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». В этом году проведены успешно бросковые испытания данной ракеты. В морских стратегических ядерных силах обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения. Они осуществляют периодическое патрулирование, в том числе под льдами Арктики. Дальнейшее развитие морских стратегических ядерных сил предусматривается за счет строительства подводных лодок типа «Борей-А», оснащенных баллистическими ракетами со средствами преодоления противоракетной обороны. Потенциал авиационных стратегических ядерных сил поддерживается путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, оснащения их более мощными двигателями, современным бортовым оборудованием, а также путем расширения номенклатуры применяемых средств поражения. При этом развитие стратегических вооружений ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными договорами о стратегических наступательных вооружениях. Для гарантированной защиты территории Российской Федерации от средств воздушно-космического нападения полномерно развивается воздушно-космическая оборона страны. Повышение возможностей по обнаружению атакующих баллистических ракет осуществляется за счет наращивания космического и наземного эшелонов систем предупреждения о ракетном нападении. Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации, и в результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений по любым видам, типам траекторий их полета. Значительно увеличены возможности разведки и контроля воздушного пространства на западном и южном направлениях. Авиационные соединения и воинские части получили в этом году свыше 140 современных летательных аппаратов. Совершенствуется боевое применение высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал», продолжается перевооружение зенитных ракетных полков на современные зенитно-ракетные комплексы С-400, который обладает повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. И в настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом. Приоритетным направлением остается также развитие сил общего назначения. При этом особое внимание уделяется повышению ударных возможностей, маневренности и автономности боевых соединений. Это достигается прежде всего за счет переоснащения войск на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитно-ракетные комплексы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы и системы управления. В этом году соединения и воинские части сухопутных войск и воздушно-десантных войск получили более 3000 новых и модернизированных образцов вооружения. В состав военно-морского флота приняты фрегаты адмирала флота Советского Союза «Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен». И по итогам года ожидается поступление еще 13 кораблей и боевых катеров. Кроме того, одним из приоритетов развития сил общего назначения является совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, систем управления войсками и оружием. И за этот год нами достигнуты значительные результаты по этим направлениям. В целом, реализация мероприятий государственного оборонного заказа текущего года позволила комплектно оснастить более 30 различных соединений и воинских частей. При этом доля современного вооружения в войсках составила 61,5%. И к концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70%. В дальнейшем, в рамках реализации новой государственной программы вооружения будет продолжено оснащение стратегических ядерных и неядерных сил, войск воздушно-космической обороны, подразделения разведки, управления, радиоэлектронной борьбы, перспективными вооружениями. В войска поступят новые образцы высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. В этом году продолжалась работа по поддержанию комплектованности войск
личным составом на уровне 95-100%. Численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, доведена до 384 тысяч. Это привело к заметному качественному росту боевых возможностей подразделений. Переход к новой системе комплектования военнослужащим по контракту общевойсковых соединений, также соединений морской пехоты, воздушно-десантных войск, позволило иметь в их составе необходимое количество батальонных тактических групп, готовых немедленно приступить к выполнению задач по предназначению. Планируется дальнейшее увеличение численности военнослужащих по контракту. В целях формирования у военнослужащих высоких морально-боевых качеств, патриотизма и преданности Родине с июля этого года в соответствии с решением президента Российской Федерации в Вооруженных силах создана система военно-политической работы. Она призвана формировать сплоченные, слаженные и сильные духом воинские коллективы, способные выполнить задачу в любых условиях обстановки. В центральном аппарате Министерства обороны сформировано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил, а в войсках и в силах приступили к выполнению задач соответствующие органы военного управления. Министерство обороны целенаправленно работает по вопросам повышения качества подготовки военных кадров, внедрения в учебный процесс передового опыта войск. Для этого в учебном процессе используются самые современные педагогические технологии и информационно-образовательные ресурсы. В этом году проведен первый полноценный выпуск молодых офицеров. В войска направлено более 12 тысяч лейтенантов, поступивших в военное училище в 2013 и 2014 годах. В целях развития фундаментальной и прикладной науки, а также создания высокотехнологичных производств продолжается совершенствование военного инновационного технополиса «Эра». В этом году в нем создано 18 новых специализированных комплексов, оснащенных уникальным оборудованием. К исследовательскому процессу привлечены молодые ученые 4 вновь созданных научных род, представителей более 30 ведущих предприятий промышленности и научных организаций. Одним из приоритетов деятельности вооруженных сил остается совершенствование подготовки войск и сил. При этом мы не только внедряем опыт участия российских военнослужащих по борьбе с терроризмом в Сирии, который бесспорно является отличной школой повышения профессионального мастерства наших офицеров, но и в первую очередь учим войска вести боевые действия с высокотехнологичным противником, оснащенным современным вооружением, в условиях ведения им всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия. Освоение новых видов вооружения, практический опыт, полученный в Сирии и в ходе различных учений, а также анализ современных военных конфликтов дали импульс в развитии теории военного искусства. И все это позволяет войскам успешно выполнять задачи по предназначению, в том числе и за пределами Российской Федерации. Многие из вас присутствовали на главном мероприятии подготовки вооруженных сил в этом году, маневрах «Восток-2018». Они стали самыми масштабными по размаху и по количеству привлекаемых войск за последние несколько десятилетий. Основная цель маневров – проверка уровня подготовки органов управления и войск при планировании и ведении операций на Восточном театре военных действий. Они не были направлены против каких-либо стран. Для отработки учебных вопросов на маневрах была создана условная обстановка, в основу которой положена эскалация противоборства между коалициями условных государств, которые располагались на территории Российской Федерации. И отличительной чертой этих маневров стал двусторонний формат их проведения не только на стратегическом, но и на оперативном и тактическом уровнях управления. На маневрах отработаны мероприятия перегруппировки войск на большие расстояния, достигнутые качественно новые результаты в управлении межвидовыми группировками войск и сил в сложных и незнакомых условиях обстановки, а также применение сил и средств противовоздушной обороны. Подтверждена необходимость дальнейшего повышения боевых возможностей воздушно-десантных войск за счет увеличения в соединениях доли мобильной десантно-штурмовой составляющей, оснащенных современными многоцелевыми вертолетами. В маневрах приняли участие воинские контингенты
Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии, которые действовали на общем фоне учебной обстановки и в единых боевых порядках с российскими военнослужащими. В это же время впервые в современной истории России в Средиземном море проведены масштабные учения корабельных сил и авиации «Океанский щит-2018». В ходе учений была создана крупная межфлотская группировка, которая автономно решала широкий круг задач, и в дальнейшем эти учения планируется проводить на постоянной основе. Наряду с маневрами «Восток-2018» большое внимание уделялось мероприятиям совместной подготовки в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. На высоком уровне проведена стратегическая командно-штабная тренировка по развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе, а также совместные учения с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2018», «Нерушимое братство 2018», «Воздушный мост 2018». В ходе этих учений отработаны вопрос подготовки проведения совместных операций по локализации вооруженных конфликтов в Центральной Азии. Возросший уровень совместной подготовки показало антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2018». Значительный профессиональный опыт получили российские и пакистанские военнослужащие в ходе учений «Дружба-2018», которые были проведены в октябре этого года в горах под Исламабадом на высоте более 1400 метров. Одним из эффективных средств решения задач укрепления боевого содружества, повышения индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности подразделений являются армейские международные игры. С начала первых игр количество стран-участниц увеличилось в 2 раза, с 16 стран в 2015 году до 32 в этом. И соревнования проводились на территории 7 государств. В них приняло участие более 189 команд, состоящих из более чем 4700 участников. Полученные отзывы иностранных партнеров свидетельствуют о возросшем интересе к играм. Их расценивают как важную составляющую боевой учебы национальных вооруженных сил. И в августе следующего года планируется провести юбилейные 5-е армейские международные игры, которые пройдут на территории 10 государств. В этом году особое внимание уделялось международному военному сотрудничеству, которое осуществлялось с 90 иностранными государствами. Итогом этой работы стало расширение перечня стран, с которыми активно взаимодействует Министерство обороны России. Подписаны новые двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с 9 государствами. Особое внимание при осуществлении международной деятельности уделялось расширению взаимных связей с государствами-участниками СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, а также развитию военной составляющей Шанхайской организации сотрудничества. Активно расширяются связи вооруженных сил России с военными ведомствами стран Юго-Восточной Азии и предприняты конкретные шаги по углублению двусторонних военных связей с Китаем и Индией. Ситуация в сфере контроля над вооружениями существенно усложнилась в связи с заявлением президента США о намерении выйти из договора о РСМД. Мы рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и стратегическую стабильность в целом. Разрушая очередную договоренность, ранее в 2001 году США вышли из договора по противоракетной обороне, США пытаются переложить вину на Россию, якобы нарушающую свои обязательства. Обвинение в адрес России – это попытка закамуфлировать истинное положение дел. Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании систем противоракетной обороны, что запрещено договором. Кроме того, развернутые в Румынии и развертываемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по договору о РСМД. Есть и другие проблемы, о необходимости исправления которых мы неоднократно говорили американским коллегам. Конечно, если договор о РСМД будет разрушен,
это не останется без ответа с нашей стороны. Вы, как военные профессионалы, думаю, понимаете, что не территория Соединенных Штатов, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения. В этот сложный период наших взаимоотношений с США и их союзниками важным механизмом обеспечения военной безопасности остаются соглашения о предотвращении опасной военной деятельности и инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. В рамках реализации этих соглашений Национальным центром управления обороны Российской Федерации организованы каналы экстренной международной связи с военными ведомствами ряда государств. И положительным примером такого взаимодействия стала позитивная реакция Минобороны США на просьбу снизить интенсивность оперативной и боевой подготовки НАТО вблизи наших границ в период чемпионата мира по футболу. Минобороны России продолжает уделять особое внимание обеспечению транспарентности деятельности вооруженных сил. В этом году было организовано более 9 тысяч брифингов, пресс-конференций, интервью. В пресс-турах в Сирию и брифингах приняло участие свыше 1800 журналистов из более чем 120 ведущих мировых средств массовой информации. В Московской конференции по международной безопасности в апреле этого года участвовало более 850 делегатов из 95 стран, при этом 30 делегаций возглавляли главы оборонных ведомств. Ну, беспрецедентными стали по уровню открытости маневры «Восток-2018». Значит, там об их целях и задачах было проинформировано более 80 атташе из 57 стран. При этом хочу отметить, что Минобороны России не ограничивает ни одну из стран в участии в мероприятиях, организуемых для военных дипломатов, аккредитованных в России. Уважаемые дамы и господа, современные вооруженные силы Российской Федерации способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников. В дальнейшем будет продолжено поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны и поддержания стратегической стабильности в мире. И в завершение, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Рождеством и новым 2019 годом. Спасибо за внимание.